Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео поделюсь идеей и покажу мастер-класс вот такого вот зимнего маникюрчика, дизайна очень простого, но безумно эффектного и не требующего никаких выдающихся художественных способностей. Но прежде похвастаюсь и сделаю обзор вот такого вот подарочка в честь десятилетия Bon Priti. Все у них так душевненько, красивая коробочка, душевно все упаковано и сложено, море гель-лаков и вот такая вот милая компактная U-Flat лампа именно для домашнего использования. Те, кто покрывает себе сами дома, это 6-ваттная лампа. Она, конечно, для профессионального не подойдет, лишь только если подсушить во время наращивания, моделирования, может быть, акригелем, так как она компактная, размером с ладошку. И при моделировании на верхней формы это будет очень удобно. Также имеется инструкция на английском языке, все достаточно понятно. И так как лампа маломощная в сравнении с профессиональными такими лампами, рассчитана именно на домашнее использование, бюджетная цена, рекомендую сушить подольше, не наносить очень толстый слой гель-лака, а также использовать менее пигментированные гель-лаки. Размер этой лампы приблизительно с ладонь, и подключение к питанию через USB кабель, который идет в комплекте. Вилка не идет в комплект. Подсоединить можно как к компьютеру, ноутбуку, также к пауэрбанку и через любой USB разъем. Далее в этом видеообзоре выкрашу и дам характеристику где-то 15 гель-лаком. Это как безумно плотной серии, перекрывающие в один слой. Также и кошачий глаз, и термолаки, меняющие цвет, блестки, гель-лаки с шиммером, базы, топы. Уверена, что даже если вы не фанат Bon Priti, то тоже найдете на что залипнуть и найти что-то подобное в вашей любимой торговой марке. Итак, приступлю. Первый цвет – тыквенное вино. Все ссылки и названия цветов найдете в описании под этим видео. Мне же этот цвет больше напоминает такой вот травяной цвет, наверное, старой травы, что ли, слегка пожелтевшей, такой осенней травы. Красивый сам по себе цвет. Гель-лак выравнивается нормально. Не скажу, что это сильно плотный, но в 2 слоя перекрыть ноготок точно можно. Сохнет 30 секунд. Следующая серия немножко другая, 105 цвет, ссылки на название также в описании под видео. Очень красивый цвет, безумно плотный, перекрыть ноготок реально можно прямо в 1 слой, что я и сделала. Полностью прозрачная типса, перекрыла в 1 слой. Очень красивый, такой темно-темно-синий, слегка какой-то пыльностью и золотым шиммером. Сохнет также 30 секунд, но так как гель-лак пигментированный, я бы посоветовала, если лампа послабее, просушить 1 минуту. И продемонстрирую топ без липкого слоя. Идеально выравнивается, мне он очень понравился. Чуть позже в видео буду рассказывать про базы и топ. И обязательно покажу, как в него втирается втирка, чтобы подчеркнуть и увидеть, насколько идеально он выравнивается, что нет никаких изъянов. И просушиваю окончательно ноготок 1 минуту. Следующий гель-лак полупрозрачный, цвет Blueberry Soda. Я характеризую этот цвет как виноградно-ягодный. Выравнивается неплохо, но цвет не очень плотный. Я люблю, когда все же цвета такие более глубокие. Но в принципе этим гель-лаком точно можно перекрыть ноготок идеально плотно в 2 не сильно тонких слоя. Я перекрыла прозрачную типсу в 1 слой, просушила 30 секунд. В принципе, уже очень достойный был результат. Кому-то, если нравится, могут оставлять и так, но я люблю более такой насыщенный, более глубокий цвет, поэтому перекрыла 2 слоем, и получается идеально плотное гладкое покрытие. Следующий гель-лак серии Kunket, серо-сиреневый такой цвет с золотым шиммером и мелкими-мелкими хлопьями, переливающимися как втирка единорог от салатного до голубого. Цвет не супер плотный, в 1 слой ноготок не перекроет, но в 2 не толстых слоя точно перекроет идеально. Выравнивается достаточно хорошо, и само сочетание вот этого цвета, достаточно ходовой цвет, и вот этих безумно красивых блесток, вкрапления шиммера очень красиво. Просушила 30 секунд и нанесла 2 слой, уже может быть потоньше, но цвет получается более такой глубокий, более идеальный. И вот эти безумно красивые золотые плюс хлопья переливающиеся. Очень свежее, очень эффектное сочетание. Это он еще без топа, то есть уже ноготок весь ровненький, блестки тонут. И плюс гель-лак отлично сохнет 30 секунд.
И также из этой серии Cool Cat, вот такой вот бледно-сиреневый гель-лак, бледно-фиолетовый. Мне безумно понравилось вот это сочетание, здесь золотые и голографические бирюзовые хлопья. По-моему, очень эффектное сочетание. Да, они выпуклые, они будут торчать. Гель-лак сам по себе не супер плотный. Я перекрыла одним слоем и, перекрывая, просушила его 30 секунд и затем перекрываю вторым слоем. Да, блестки кое-где подтарчивают. Хлопья сильно такие большие, объемные, но в этом и фишка. Я влюбилась во всякие вот эти гель-лаки с мусоринками всякими и буду искать впредь подобные и в других торговых марках, потому что это действительно что-то новое и очень эффектное. Очень интересно, пишите в комментариях свое мнение вот о таких гель-лаках с крупным блестящим мусором. Я просушила второй слой 30 секунд, обезжирила ноготок и пилочкой убираю все торчащие вот эти крупные хлопья, крупные блестки, чтобы нигде ничего не торчало. Обязательно обтираю от пыли и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Также от Bon Pretty. Он отлично выравнивается. И вот видно уже готовый вариант ноготка, перекрытый топом. По-моему, безумно красивое сочетание. Пишите свое мнение в комментариях под этим видео. И просушиваю ноготок окончательно. Следующий цвет 107, серия безумно плотная. Ноготок можно перекрыть реально в один слой этими гель-лаками. Цвет реально похож на такую жидкую ртуть. И даже вначале мне показалось, как вот этот серебристый кошачий глаз, тоже изначально, когда перекрываешь, очень похож на ртуть, но нет, это просто перламутровый, блестящий, вот такой серебристый гель-лак, очень красивый, и перекрыть можно реально в один слой ноготок. Сохнет очень быстро, достаточно 30 секунд. А следующий гель-лак как раз покажу кошачий глаз, цвет Aurora Snow Light. Еще один гель-лак кошачий глаз, в который я влюбилась, безумно красивый, эффектный, дает вот этот блик, оттенок. Специально перекрываю именно на прозрачную типсу, чтобы показать, насколько интенсивный, яркий, насыщенный блик. Прямоугольными магнитами в виде пластин делаю вот такой прямоугольный блик, а приложив прямоугольный магнит чуть шире, но ребром, получается вот такой вот кошачий френч. Сам блик получается ярко-жемчужный, а по центру появляются вот такие синие частички, переливающиеся. И еще одна моя находка, вот такой вот круглый магнит в виде, я бы сказала, маркера. Им очень удобно делать блик по форме ноготка, будь то миндальный, либо мы захотели сделать круглый, прямоугольный. Очень быстро и легко, магнит достаточно сильный. Ссылку на название также найдете в описании под этим видео. Еще раз напомню и подмечу, что это совершенно прозрачная типса, то есть таким образом можно делать вот такой красивейший блик прямо на прозрачной базе на ноготках. И теперь покажу этот же кошачий глаз, но уже на черном. На черной подложке этот кошачий глаз просто бомбически смотрится. Особенно мне понравилось, как смотрится френч. Чтобы вот этот яркий блик получился как можно насыщеннее, я не жалею гель-лака и перекрываю достаточно плотным слоем. И вот так вот смотрится этот гель-лак, перекрыт равномерно на черную подложку. И теперь прикладываю прямоугольный магнит ребром, и тем самым прорисовывается вот такой вот безумно красивый френч. Получается по центру ногтевое ложе с синим шиммером и ярко-жемчужный френч. Сохнет этот гель-лак буквально 15-30 секунд. А теперь покажу, как же на черном смотрится этот гель-лак, но уже с овальным таким бликом по форме миндального ноготка. Магнитом вот таким в форме палочки я сначала выровняла блик по бокам, как бы собрала, а затем уже сделала его более ярким по центру, прикладывая к свободному краю. И вот такой вот безумно красивый эффект овального миндального блика получается. И также ставлю просушиваться на 30 секунд. И следующий гель-лак, написано Уф Желе гель, но я бы сказала, это полупрозрачный гель-лак. Цвет, кстати, белый опал, похож очень на камуфлирующую молочную базу. Ноготок можно перекрыть этим гель-лаком в один слой, достаточно хорошо выравнивается, не сильно плотный, то, что и нужно, он такой полупрозрачный, естественный, и цвет действительно похож на белый опал, похож на стразы вот эти вот белый опал.
Сохнет 15-30 секунд. И следующий цвет, вот такой вот прозрачная основа гель-лак и с серебристыми голографическими блестками. Гель-лак очень красиво переливаются эти блестки, но он не плотный, достаточно такие редкие блесточки, но безумно красиво переливаются и хорошо тонут вот в этой основе. Сохнет 15-30 секунд. Я нанесла сначала в один слой и решила продублировать, чтобы посмотреть, насколько гуще он станет, но тем не менее имеет все-таки некоторую прозрачность. Следующий цвет также гель-лак с блестками, тоже очень красивый. Эти блестки уже очень насыщенные и густые, ярко-фиолетовый цвет. На видео чуть может больше отдает синевой, но это скорее всего такой чисто фиолетовые с голографическими блестками. Блестки тоже также тонут в этой подложке. Сохнет 30 секунд этот гель-лак. Первый слой этого гель-лака все же имел некоторую прозрачность, и поэтому я перекрыла вторым слоем. И в два слоя этим гель-лаком можно перекрыть идеально плотно. Следующий гель-лак, цвет блесток, больше похож на фуксию или такой свекольный. Также голографические блестки, очень насыщенные, плотные, красиво очень блестят и переливаются. Перекрывают прозрачную типсу, чтобы показать, насколько плотный или неплотный гель-лак. Один слой этого гель-лака имеет все-таки некоторую прозрачность, но в принципе этого будет достаточно, если перекрывать, например, на цветную базу, то есть подобрать какой-то такой же свекольный гель-лак и уже на него перекрыть эти блестки, то результат будет просто идеальный, так как эти блестки плюс еще хорошо очень тонут в самой этой основе. Я перекрыла два слоя и просушила 30 секунд. Следующий цвет больше похож на винный, на малиновый, близок уже к красному классическому, но все же имеет некоторую розоватость, алый или малиновый оттенок. Прозрачную типсу перекрыла в один слой этим гель-лаком и практически не видно такую небольшую прозрачность. Я, конечно же, просушила 30 секунд и перекрою вторым слоем. Очень красивые блестки, очень плотные, вот эти переливающиеся голографические. Мне напомнили, наверное, правда, малиновое варенье. Безумно красиво блестят и очень хорошо тонут в самой этой основе. И просушила их 30 секунд. А следующий цвет из коллекции Kunket. Это термогель-лак, и он будет менять цвет, но пока в холодном состоянии. Это такой, я бы сказала, тыквенно-кирпичный, с золотыми блестками мелкими, с золотым шиммером. Гель-лак не плотный, полупрозрачный. Я перекрою таким гель-лаком, конечно же, в два слоя, чтобы получить более насыщенный и глубокий цвет. Но он хорошо выравнивается, и вот такой вот цвет получается, достаточно аппетитный. Ставлю сушиться в лампу, сохнет он 30 секунд. И после просушки это уже такой вот оранжеватый цвет. То есть именно этот цвет с золотым таким шиммером, более светлый, более оранжеватый. Я наношу второй слой этого гель-лака, чтобы сделать цвет более глубоким. Непривычно, конечно, перекрывать светло-оранжевый кирпичным цветом, но перекрыв два слоя, цвет однозначно очень красивый получается, плотный и с красивым шиммером. И просушила 30 секунд. Следующий цвет, а следующий цвет еще более красивый, такое темное малиновое варенье, либо винный, но безумно красивый сам по себе цвет. Да, некоторую прозрачность эти гель-лаки все имеют, но мне понравилась его фишка в том, что внутри вот такие вот блестки крупные, хлопьями разных размеров, от маленьких до больших. И именно вот это вот сочетание полупрозрачной основы малинового цвета и крупных вот этих хлопьев блесток очень круто смотрится, очень вкусно смотрится. Действительно, мне похоже, наверное, все же на малину в сахаре, как такое или засахарившееся варенье. Просушила я 30 секунд, и пока стояла в лампе, наблюдала такой эффект, как этот гель-лак из вот такого ярко-малинового превращается в более светлый. Сейчас просушу и покажу, что получилось. Получился не менее красивый, безумно яркий такой фиолетовый цвет. Эти блестки внутри переливающиеся, блестящие. Самое интересное, что блестки где-то есть, чуть совсем выпирают, но в принципе для таких крупных прям отлично тонут в самой основе этого гель-лака. Я перекрываю вторым слоем, чтобы придать больше насыщенности этому гель-лаку. И вот так выглядит второй слой этого гель-лака. Это уже достойное плотное покрытие.
Если же фиолетовый можно было бы перекрыть и в один слой полупрозрачный, то красный это дешевит. Его, конечно же, лучше перекрывать поплотнее, поэтому я перекрыла в 2 слоя. Вот такой вот безумно красивый фиолетовый у нас после лампы. Я показываю гель-лаки, не перекрытые топом. После топа они, естественно, будут еще ярче блестеть. А следующий термогель-лак уже с шестигранничками и мелким шиммером. Тоже безумно красивый. Цвет похож на какой-то клубничный десерт. В холодном состоянии это вот такой вот алый клубничный цвет. Небольшая хитрость в том, чтобы распределить эти шестиграннички равномерно по ноготку. Ставлю сушиться в лампу. И уже после лампы просушенный ноготок в горячем состоянии получается вот такой тоже фиолетовый. Но со временем он немножечко остывает, превращается в молочный. Смотрите, какой фокус получается. Я наношу вот этот клубничный, сам ноготок из фиолетового превращается в молочный, и этот клубничный цвет пропадает. То есть они становятся одного цвета, вот таким вот беловатым. Необычное такое перекрытие, перекрывать молочный гель-лак красным. Но чтобы сделать этот цвет более глубоким, перекрыла в 2 слоя, и вот такой вот эффект получается. 30 секунд просушила. После лампы в горячем состоянии это ярко-фиолетовый. По периметру ноготка фиолетовый остается, а в центре ноготок спустя некоторое время, несколько секунд, становится уже таким молочным, бежевым даже немножечко, я бы сказала. И постепенно он превратится обратно в такой клубничный цвет. Ноготок еще без топа, но однозначно очень стоящее сочетание. Следующий гель-лак. К сожалению, с некоторых гель-лаков наклеечки вот эти снизу при транспортировке потерялись, отклеились. Но название их я все равно нашла, и в описании под этим видео найдете и название, и ссылки на все материалы, использованные в этом видео. Я перекрываю ноготок. Это такой бирюзовый цвет или даже цвет морской волны с серебристым шиммером. Безумно красивое сочетание. То есть в холодном варианте это вот такой бирюзовый с блестками. Просушила я 30 секунд. Так же, как и предыдущие термолаки, он стал ярко-фиолетовым и затем превратился вот в такой молочный с серебристыми блестками. Для таких лаков-шиммеров очень приятно, что вот эти блестки очень хорошо тонут в этой подложке. И перекрываю я топом ноготок. Этот, кстати, гель-лак перекрыла в 1 слой, он почти непрозрачный, и вот такое идеально гладкое ровное покрытие получается. Просушила 60 секунд. И не могу, конечно же, не поделиться вот этим вот фокусом залипалого, как малиновые и темно-красные превращаются в фиолетовые и такие молочные, бледно-розовые. То есть в холодном состоянии это более насыщенные темные цвета, малиновый, кирпичный, клубничный и бирюзовый, в теплом молочный, бледно-розовый или бледно-оранжевый, а совсем в горячем это будет ярко-фиолетовый. Ну что скажете? Красиво, не правда ли? И наконец-то добралась до топа от Bon Priti. Это глянцевый топ без липкого слоя. Не скажу, что он очень жидкий, такой средней густоты. Что мне в нем очень понравилось, перекрываю прозрачный совершенно типсу, так это то, что он очень хорошо, быстро, просто идеально, отлично выравнивается. И все эти его свойства натолкнули меня, а почему бы не втереть в него втирку. Я просушила этот топ 60 секунд, и у меня имеется от Bon Priti вот такая жемчужная втирка, вгладила ее аппликатором. Но в топ после лампы втирка втирается плохо. И поэтому мой совет: в этот топ можно втереть втирку идеально, но после просушки в лампе обязательно вытираем ноготок салфеткой смоченного обезжиривателя либо в спирте, и после этого идеально втирается, вглаживается в него втирка. Я не стала на видео пробовать в него все свои имеющиеся втирки, у меня их уже более 100 штук, поэтому далее вы можете поэкспериментировать уже сами, но я точно могу сказать, что в этот топ отлично, идеально втирается втирка, так как он плюс сам очень хорошо и приятно выравнивается. Тут просто нужна вот эта небольшая хитрость: протереть его салфеткой смоченной в спирте или обезжиривателе. И приступим теперь к дизайну. Ноготок стиркой я перекрыла топом, просушила топ 1 минуту. Топ без липкого слоя, напомню. И вот этим гель-лаком кошачий глаз, тот, что с синими песчинками, с синим отливом, прорисовываю вот такую волну и делаю магнитом блик, чтобы он был по центру вот этой прорисовки.
Замечу, что этот дизайн делается прямо на прозрачный ноготок. То есть ноготок можно было выровнять прозрачной базой, перекрыть топом, втереть в стирку и затем уже выполнять дизайн. Далее буду использовать базу от Bon Preti. Она достаточно жидкая, не густая. Ей получается очень тоненько перекрыть ноготок. Не просушивая базу на эту жидкую базу, смочила в базе кисть. И кистью выставляю вот такие вот хлопья. Напоминают они втирку единорог, переливаются от розового, фиолетового до зеленого. Или даже не втирку единорог, а битое стекло. Дальше буду выкладывать вот такие вот металлические снежинки золотистые. Они плоские и тем самым получаются очень объемные, так как ноготок все-таки имеет вот такую выпуклость. Поэтому лучше не использовать сильно крупные, либо стараться выложить их по центру, чтобы далее мы их могли перекрыть базой и хорошо запечатать, чтобы они утонули и ничего нигде не торчало. Очень удобно, я переношу их таким восковым карандашом и просушила в лампе 10 секунд. Этого будет достаточно, чтобы подсушить базу и зафиксировать вот эти снежинки и хлопья. Далее перекрываю весь ноготок таким выравнивающим слоем базы для гель-лака. Если необходимо, переворачиваю вверх тормашками ноготок, чтобы все выровнялось. Просушиваю базу 30 секунд, затем обезжириваю ноготок и обязательно шлифовщиком очень тщательно бафлю, потому что дальше буду втирать стирку и нам необходимо, чтобы она втерлась именно в прорисованный орнамент. Ноготок обтерла от пыли и в зашлифованный ноготок прорисовываю кистью страйпер золотой гель-краской для поверхностного дизайна, то есть она не имеет остаточной липкости, та, в которую хорошо втирается втирка. Просушиваю ее 60 секунд и буду втирать вот такую кофейного цвета втирку, я бы сказала золото с кофейным оттенком, вглаживаю аккуратно аппликатором. Тем самым получаются вот такие вот объемные металлические проволочки. Излишки втирки смахиваю кистью и ноготок перекрываю топом. Также от Bon Preti топ глянцевый без липкого слоя. Желательно топ взять поплотнее, так как у нас втирка и плюс это объемные элементы, чтобы хорошо их перекрыть. Просушила 60 секунд, а следующий дизайн: на палитру наношу каплю базы, каплю вот таких вот блесточек, 22 цвет. Ссылки на название найдете в описании под этим видео. Смешиваю кистью гребешок, прокрашиваю сам ноготок где-то наполовину или 2/3 базой для гель-лака и затем вот этой вот смесью базы и блесток бирюзовых прокрашиваю эту половиночку ногтя. Просушила несколько секунд, зафиксировала. Кистью для подмалевков, более насыщенными уже бирюзовыми блестками, вот такими вот пятнышками прорисовываю как бы подмалевки таких вот елочек. Просушиваю эту прорисовку 30 секунд и теперь уже просто базой для гель-лака прокрашиваю вот эти вот елочки и на жидкую базу переношу вот такие вот блестки. Я думаю, помните, вот такие вот космические ноготки были модно, они переливаются как битое стекло. То есть тут звезды, шестиграннички. И помимо этих блесток выкладываю также вот такие вот хлопья. Те хлопья, что выкладывал в предыдущем дизайне, напоминающие тоже также битое стекло или единорог втирку. Просушиваю 10 секунд, чтобы зафиксировать эту базу с блестками. И затем базой для гель-лака хорошо выравниваю ноготок, так как блестки эти плоские и могут кое-где торчать. Выравнивающим слоем, если необходимо, переворачиваю кверх тормашками ноготок. Идеально выровненные ставлю просушиваться 30 секунд. И просушенную базу, просушенный ноготок обязательно обезжириваю, подпиливаю пилочкой 180 грит, если где-то торчат эти блестки, какие-то заусенчики. Хорошенько тщательно бафлю весь ноготок, нигде не должно остаться глянцевых областей, мест. Обтираю от пыли ноготок и далее прорисовываю, будет своего рода такая перекрученная проволочка. С кистью страйпер золотой краской без остаточной липкости прорисовываю немножечко волной. Сначала прорисовала как бы направляющую тонкую, затем уже прорисовала волнистую такую линию, просушила ее 10 секунд, всего лишь зафиксировала в лампе и затем поверху по ней прорисовываю еще одну такую кривую линию. Просушила 60 секунд и теперь аппликатором вглаживаю втирку. Таким образом получаются вот такие объемные проволочки, как будто перекрученные между собой. Остатки втирки смахнула кистью и салфеткой, смоченной в обезжиривателе, вытерла, где какие-то были недочеты. И перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, хорошенько запечатывая вот эти проволочки и весь дизайн.
просушиваю 1 минуту. На этом я, конечно же, не могла остановиться, и гель-краской, либо можно гель-лаком плотным белым. Я прорисовываю гель-краской без остаточной липкости. Вот таким вот образом пятнышки, как бы четочки, штрихи. Это будет снег на этих елочках. И прозрачная акриловая пудра пересыпаю. Тщательно пересыпаю, жду, чтобы вся эта пудра хорошо утонула в этой краске. Так и дизайн будет лучше носиться, и более пушистым будет смотреться этот орнамент. Просушила 1 минуту, и жесткой щеточкой обязательно счистить остатки этой акриловой пудры. И вот такой залипательный и нежный дизайн у нас получился. Да, и забыла сказать, в качестве подложки у этого дизайна был просто белый гель-лак. В принципе, можно использовать молочную базу. Вот как раз следующий вариант дизайна. В качестве подложки молочная база. Нанесла кошачий глаз вот такой вот волной и магнитом сделала блик по центру этой волны. Каким-либо прямоугольным магнитом, либо круглым это не очень удобно, потому что блик получается такой в одной стороне. А именно вот таким карандашом его можно расположить как угодно, даже по волнистой вот такой прорисовке. Я просушила кошачий глаз 30 секунд и далее промазала вот эту волну базой для гель-лака и на жидкую эту базу выложила вот эти вот хлопья. А затем фиксирую в лампе 10 секунд. Далее смешиваю черный вот такой гель-лак с блестками, бирюзовые блестки и ярко-желтые блестки. Тем самым получаю вот такой вот насыщенный темно-зеленый. В принципе, зеленый всех оттенков, и в то же время это такие блесточки. Прорисовываю подмалевок еловых веточек. Если нет таких блесток в арсенале, то можно смешать просто темно-зеленый, либо просто гель-лаки, черный, желтый, бирюзовый, получить этот цвет и домешать любых блесток. Просушиваю эту прорисовку 30 секунд и далее перекрываю весь ноготок базы для гель-лака выравнивающим слоем. Мне необходимо выровнять, так как эти хлопья, они крупные, могут торчать их уголки, и в принципе сама прорисовка имеет некоторую выпуклость. Я просушила 30 секунд базу и затем опиливаю, тщательно бафлю ноготок. Обязательно обтираю от пыли. И кистью страйпер вот такой тонкой волосок прорисовываю тонкие вот такие волнистые линии. Получается такое обрамление, окантовка вот этой, как будто бы, может, это течет какая-то речка, блестит, или это снежок, лед просвечивается. Обрисовала и ставлю сушиться в лампу ровно на 1 минуту. Затем вглаживаю втирку. Аккуратно аппликатором, втирка такая кофейная, золото с кофейным оттенком, излишки смахиваю кистью. Если где-то какие-то недочеты, лишнего втерла стирка, салфетки, смоченные в обезжиривателе, либо в спирте, аккуратненько протираю, убираю все вот эти недочеты. Мне, кстати, очень понравился вот этот эффект матового и блестящих вот этих проволочек. Нужно будет как-нибудь поэкспериментировать и так тоже. И затем этот дизайн перекрываю топом глянцевым без липкого слоя. Я использую также в этом видео топ от Bon Priti. Хорошо перекрыла, выровняла, просушила 1 минуту. И чтобы вот этим еловым веточкам придать большего объема и живости, гель-пастой белой без липкого слоя и тонкой кистью прорисовываю таким вот образом иголочки. Сначала по кончику, а затем по центру. Совсем немного, не сильно часто. Ну что скажете? Как вам этот эффект? Кошачий глаз, обрамленный вот такими проволочками. Просушиваю 60 секунд. И небольшая подборочка зимних и нежных и очень эффектных дизайнов готова. Думаю, я в очередной раз доказала, что даже из самых бюджетных материалов лишь только нужно найти те самые подходящие и уметь их использовать. Можно получить очень красивый и достойный маникюр. Если вам понравилось это видео или было полезным, не забывайте ставить лайки, а также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых встреч!